Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. В 60-е годы Харьков интенсивно разрастался и строился. Запускались заводы-гиганты, как грибы после дождя вырастали новые жилые массивы. Город наполнялся приезжими из пригородов, которые ехали сюда учиться, работать, пробиваться в люди, как говорится. В начале 60-х городская транспортная система работала на пределе своих возможностей. Назрела острая необходимость в новом динамичном транспорте – метрополитене. С инициативой строительства метро в Харькове в 1962 году выступил первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины Николай Соболь. Однако вопрос почти 4 года приходилось пробивать, обсуждать, утрясать, согласовывать по всем инстанциям. Особенно напористым был преемник Соболя на посту харьковского партийного руководителя Григорий Иващенко, который добился принятия решения на высшем уровне. За заслуги в строительстве метро с 2000 по 2016 год в его честь была названа одна из станций Харьковского метрополитена. После завершения долгого и нелегкого процесса проектирования 15 июля 1968 года недалеко от Южного вокзала был торжественно заложен первый ствол. К месту стройки собирались тысячи харьковчан. Первые части земли традиционно снимали лопатами, а затем уже подключился ковш и грузовики для вывоза грунта. 30 июля 1975 года был совершен первый проезд по тоннелям Харьковского метрополитена. Сегодня Харьковское метро включает в себя 3 линии – Холодногорско-Заводскую, Салтовскую и Алексеевскую. О Харьковском метро есть отдельное большое развернутое видео на канале. Ссылку на него оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. А в этом выпуске посмотрим на 10 необычных станций Харьковского метро и узнаем кратко их историю. Станция метро «Холодная гора». Изначально улица Свердлова. Станция начала свою работу 23 августа 1975 года. Сейчас это конечная станция на Холодногорско-Заводской линии. Она имеет наибольший пассажиропоток из-за большого числа жителей этой части Харькова. Для внутреннего убранства станции характерна строгость архитектуры и цветовых решений. При начале строительства метрополитена именно эта станция была готова первой, несмотря на специфику геологии этой местности. Станция метро «Центральный рынок». Архитектура выполнена в традиционном украинском стиле. Станция «Центральный рынок» является уникальной станцией с односводчатыми колоннами. Их установили после сильнейшего ливня в 1996 году, в результате которого уровень грунтовых вод настолько поднялся, что платформа буквально всплыла на 3-4 мм. В итоге пришлось провести реконструкцию и укрепить свод станции колоннами, чтобы уравновесить платформу. Все это время станция функционировала в обычном режиме, только скорость поездов была немного снижена. Станция метро «Площадь Конституции», ранее советская. Станция, находящаяся в центре города, пересадочная. Станция имеет один вестибюль с 3 эскалаторами, переходы на станцию «Исторический музей», один из которых был открыт раньше Салтовской линии. Когда метростроители рыли котлован для станции, они нашли массу древних предметов быта наших предков, могилы людей и животных, и даже останки мамонта, зуб которого хранится в Харьковском музее.
Станция метро Ярослава Мудрого, ранее Пушкинская. Это самая глубокая станция Харьковского метрополитена. Ее глубина составляет больше 30 метров. Станция была открыта в 1984 году. Станция известна тем, что в 90-е годы в ее тоннелях выращивали грибы. Поскольку подземный микроклимат отличается стабильной температурой, урожаи получали богатые. С этой станцией также связывают загадочный случай, произошедший около 9 лет назад. Тогда в милицию поступил звонок, что какой-то человек прыгнул в тоннель метро. Тут же была остановлена работа поездов, тоннель обследовали, но никого не нашли. А на записях видеонаблюдения вместо человека была зафиксирована дымчатая субстанция. С тех пор и ходят слухи и легенды, что же это все-таки было – призрак или реальный человек. Так как ранее станция метро носила название Пушкинская, то в ее архитектуре и прослеживаются мотивы творчества поэта Александра Пушкина, улавливается атмосфера дворцов тех времен. Станция метро «Исторический музей». Это конечная станция Салтовской ветки. Она связана с переходом со станцией Площадь Конституции. Станция была построена с применением лазера, который играл роль оси, служившей ориентиром в окружающей среде. Во время строительства станции были найдены останки ископаемой рыбы возрастом 33 миллиона лет, которые были переданы археологам. Станция открыта 11 августа 1984 года. Свое название получила благодаря расположенному рядом Харьковскому историческому музею. Проектное название «Советская 2». Станция спортивная. Расположение этой станции возле крупнейшего в Харькове стадиона «Металлист» повлияло на ее внешний вид. Станция напоминает огромный спортзал. Потолок имеет вид свода из бетонных элементов. В связи с матчами чемпионата по футболу Евро-2012, проходившими и в Харькове, потолок частично был выкрашен в цвета национальной сборной и футбольного клуба «Металлист», а стены в переходе украсили изображения футболистов. В 1995 году на станции построили еще 2 перехода и появилась пересадка на Алексеевскую линию. Станция Киевская. Станция отличается особой красотой, изящной и оригинальной архитектурой. Не случайно наряду со спортивной она стала своеобразным символом харьковского метро и неоднократно фотографировалась для различных рекламных проспектов. Кроме того, макеты станции как образец изящества и красоты экспонируются в зале музея метрополитена и на выставке в Харьков-метропроекте. Станция открыта 11 августа 1984 года. Киевская, являясь одной из самых красивых станций Харьковского метрополитена, с другой стороны является и самой темной станцией метро в Харьковском метро. И это является для нее значительным недостатком. Темнее до установки ламп дневного света была только станция Армейская. Ботанический сад. Станция Ботанический сад находится на Алексеевской линии метро. Эта станция была открыта в 2004 году к 350-летию города. На открытие приехал тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Станция Ботанический сад изначально должна была иметь вид наземной станции моста через Саржен-Яр. Но чтобы вложиться в сроки, в итоге был реализован другой вариант. Однажды при входе в метро отвалилась буква «С», и харьковчане несколько дней отправлялись по своим делам со станции Ботанический ад. Станция имени академика Барабашова. Первая станция метро, построенная на Салтовке. Изначально сюда приходился большой пассажиропоток. Позже построили еще одну станцию Героев Труда, ныне Салтовская,
и число людей значительно снизилось. Однако после появления в 1995 году в Харькове самого большого вещевого рынка Восточной Европы, рынка Барабашова, популярность станции взлетела до невиданных раньше высот. В наши дни станция обслуживает огромное количество людей. Со временем рынок настолько разросся, что занял всю территорию около метро. Оформление станции посвящено космосу, который изучал астроном и академик Николай Барабашов. Космические корабли летают над эскалаторами. Станция Алексеевская. Строительство этой станции было непростым. Оно велось с 1991 года. Несколько раз приостанавливалось из-за недостатка финансирования. Во время строительства случались и чрезвычайные ситуации, такие как смерть строителя и падение крана. Станцию Алексеевская ввели в эксплуатацию в 2010 году. Вскоре после открытия стало известно, что на станции установили лавочки вокруг колонн по цене Ланоса – 63 тысячи гривен за штуку. В интернете появилась куча мемов на эту тему. Однако после разбирательства прокуратуры дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Вот такие они 10 необычных станций харьковского метро, на мой взгляд, и их истории. Не забудьте подписаться на канал и до новых встреч!